Друзья мои, наконец-то это произошло. Начался сезон теплых, уютных, осенних блюд. Главное, полезных, ярких, насыщенных, теплых и красивых. Таких, которые можно на каждый день и которые не стыдно подать гостям. Все, кто впервые на моем канале, меня зовут Наталья. Добро пожаловать! У меня на канале много интересного и полезного про жизнь в Германии. В Германии я уже живу 6-й год, это моя 6-я осень, так что добро пожаловать! И даже не спрашивайте у меня, почему я надела это платье. Я не знаю почему. Оно мне нравится на самом деле, но я потом только поняла, что оно мне не идет совершенно. Яблоки и сливы мне понадобятся для другого блюда. Я буду готовить его вечером и покажу вам в отдельном видео. Все остальное, все, что вы видите, понадобится мне сегодня. Мы будем готовить завтрак, обед и ужин. Полезный, вкусный, которые подходят как для обычного питания, так и для детей, для пожилых, для спортсменов, для кого угодно. И кому интересно, в конце я напишу калорийность. Поэтому, друзья мои, начинаем готовить вкусное и полезное. Для начала, девочки мои, ищем любимую кастрюлю. В нелюбимой кастрюле ничего не получится. У меня кастрюля с толстым дном, а выберите, какая есть. Я добавила 20 грамм масла, но пока еще не включала огонь. Мне нужно приготовить овощи. И объем кастрюли у меня примерно 5 литров, но, конечно, она будет не полной. Можно готовить в любой кастрюле, которая вам нравится. У меня вопрос к вам, девочки, и вопрос очень личный. Кто потолстел в последнее время, как я? Особенно те, кто находится в Германии, в Европе. У кого такая же проблема и кто как ее решает, эту проблему? Вы знаете, вот многие женщины, которых я здесь знаю, в Германии живут, сейчас переехали, у них проблема тоже это катастрофический набор веса. Ну, вообще-то это происходит не только в эмиграции. Это стресс, работа, новый город. И поэтому очень важно научиться готовить из привычных продуктов так, чтобы было вкусно, выглядело празднично, ну, почти как в ресторане, но при этом полезно для здоровья. И да, чтобы похудеть. Ведь все-таки для нас главное – это здоровье и красота, конечно же, тоже. Как всегда, точим нож подручными средствами. Точилки для ножей у меня нет. Вот керамические кружки с вот таким вот дном. Чашки, тарелки, кружки. Вот такие вот кувшины. Все это годится и подходит для точения ножей. Только будьте очень-очень осторожны. Техника безопасности на первом месте. Надо заботиться о себе всегда. Точную граммовку всех использованных продуктов я напишу в описании и в конце видео. В общем, берем морковку, тыкву, цукини и режем их произвольно. Но вы можете, конечно, закинуть эти все овощи в бульон и сварить просто как суп. Но я вам сейчас подскажу, как карамелизировать их и сделать гораздо вкуснее. И это не займет у вас много времени, усилий. Но поверьте, оно того стоит. Этот суп достоин того, чтобы войти прочно в ваше осеннее и зимнее меню. Итак, продукты для сегодняшнего меню. Почему именно они? Рассказываю. Беру тыкву сорта Хоккайдо. Это просто волшебство. Узнала я об этой тыкве, кстати, здесь, в Германии, от одной женщины, чьи рецепты я буду пробовать в следующем видео. Но эта тыква просто находка. Ее не нужно чистить от кожуры. Да, эта кожура, она растворяется и полностью пригодна к употреблению. Вы
чистите только семена изнутри и обрезаете какие-то черные точечки, а кожуру оставляете. То есть больше витаминов, больше клетчатки, больше пользы и меньше остатков, меньше трат. Это то, что нам нужно. И, девочки, для тех, кто считает калории, как я знаю, что вы есть. В конце я озвучу все по супу, расскажу и напишу в описании. А для остальных вообще не заморачивайтесь и берите все на глаз. Все взвешивать вообще не обязательно. У меня сюда идет 300 грамм цукини, 500 грамм тыквы, 150 грамм моркови, 300 грамм картошки. И пачка Филадельфии с малой калорийностью. Как я вам показывала в закупках, моя любимая это с зеленым луком Филадельфия. А вообще можете брать любую. Камера не включилась, я вам не показала, я добавила сюда кабачки и картошку и добавила чайную ложку соли. Если вы будете добавлять бульон, то смотрите, ваш бульон уже будет чуть соленый, поэтому регулируйте. Я буду добавлять сюда кипяченую воду, поэтому добавила чайную ложку, чтобы эти овощи тушились. Чуть-чуть добавлю огня на среднем огне. Тушились, но не жарились. У них будет совсем другой вкус, чем бы это просто можно было опустить в воду. Но вы можете делать и так, по своему желанию. Пока тоже накрываю крышкой и поставлю кипятить воду. Сейчас мы начнем делать завтрак. То есть это блюдо для завтрака, которое будет стоять в холодильнике до завтрашнего утра. Хотите, оставьте на дольше. Берем лосось. Я беру вот такой, по полкилограмма я беру упаковки. Здесь 4 кусочка по 125 грамм. Я в видео показывала, когда закупку делала, на неделю я показывала этот лосось и его цену. Высушиваю все это бумажным полотенцем. Не забываем про наши овощи. Вот посмотрите, из-за того, что мы их посолили, вот у них сколько сока. Если вы видите, что ваши овощи не дают столько сока, без стеснения добавьте грамм 50 воды. Но они не должны жариться, они должны тушиться. Воду мы обязательно добавим потом. И еще кроме воды кое-что добавим. Будем взбивать это блендером. Будет очень вкусно. Просто поверьте мне. А лучше не верьте, а проверьте. Значит так. Дальше я буду готовить лосось вот в таком контейнере. Вы можете готовить в любом. Этот контейнер, он хорош тем, что его можно ставить и в холодильнике, и в морозилку. Это пищевой хороший контейнер. Это я в Kaufland купила такие контейнеры. Я в поисках хороших контейнеров. Мне нужно, чтобы они хорошо закрывались. Вот здесь силиконовые вставки имели и не протекали, потому что очень часто езжу из Мюнхена в Нюрнберг постоянно. Приходится брать с собой какую-то еду. И очень важно, чтобы в рюкзаке это все не вытекло. Что я делаю дальше? Я смешиваю вот здесь в тарелке соль крупную. Соль у меня вот такая морская, она крупная, но вы можете в принципе взять любую. Не обязательно морскую. Каменную возьмите, обыкновенную. Добавьте 1 столовую ложку сахара. Вернее, 1 чайную ложку сахара. У меня сахарозаменитель, вы можете взять сахар, 1 чайную ложку. Он смягчит вкус соли. С лимона я сниму чуть-чуть цедру. Вы вообще можете этого не делать. Это просто по желанию. Но поверьте, если вы это сделаете, вы увидите разницу. Это будет очень вкусно. Сколько снимется, сколько и снимется. Цедру снимаем без белого слоя. Так буду выкладывать, и здесь просто по одной. Вот так, чтобы попала соль везде. Теперь я беру и укладываю это плотно. Вот так.
Все, посмотрите. Я уложила это плотно. Мне нужен лимон, с которого мы сняли цедру, тоненькие. Я буду просто укладывать между рыбой лимон. Эта рыба подойдет не только на завтрак, как я вот себе готовлю, а вы можете это даже на праздничный стол приготовить. Кстати, не забываем про наш суп, который готовится без нашего непосредственного участия. Что он здесь делает? Проверяем. Мне кажется, пора наливать воду. И давайте я сейчас вам покажу. Да-да-да. Ой, сколько сока дал. Эти овощи. А сливочное масло тут в сочетании с тыквой дает вообще невозможно, невероятно прекрасный аромат. Я еще вам в конце дам один секретный ингредиент, скажу, который еще подчеркнет вкус тыквы. Так, мне нужна вода. А воды, она у меня закипела. Я наливаю, чтобы только покрыть овощи. Воды не должно быть много. Я не люблю, вот, смотрите, количество воды, вот я ближе вам покажу, количество воды. Лучше потом добавьте воду, видите? Вот только-только покрыты овощи. Я не люблю слишком жидкий суп-пюре. Но если вы любите, вы в любой момент потом сможете в конце, когда уже блендером это перебьем, добавить туда воды и еще раз закипятить. Все также пускай продолжает на маленьком огне, не на сильном огне. Девочки, не варите это на сильном огне, на маленьком огне кипеть. А мы накрываем это крышкой суп и возвращаемся к нашей рыбе. Я уже слышу, что мой суп начал сильно кипеть. Я уменьшаю огонь на маленький. Можно даже сказать на минимальный. Я поставила на двоечку. У меня 9 положений, вот от 1 до 9. У меня на двоечке сейчас стоит. Все. И сейчас то, что рыбе подходит идеально, это помытый, не забываем мыть, укроп. Порежу укроп. Я уверена, что у вас будет красиво. Я делаю, как у меня получается. Все. Желательно это, конечно, чем-то придавить. Но давить мне нечем. Я это оставлю без гнета. Все, рыба наша готова к отправке в холодильник на 12 часов как минимум. Можно на 24 часа. И вот, хранится она несколько дней в холодильнике. Очень рекомендую именно этот рецепт. Он действительно изумительный. Смотрите, как красиво выглядят дольки лимона в контейнере. Так, теперь проверяем наш суп. Он кипит идеально. Можно поставить даже теперь на единичку. Можно поставить даже на единичку, не на двоечку. Он должен чуть-чуть кипеть. А тем временем приступим к приготовлению ужина. У нас куриная грудка. И не просто куриная грудка, это будет салат из куриной грудки. Друзья мои, для этого рецепта вы можете взять куриную грудку отварную. Но я вам сейчас покажу рецепт приготовления куриной грудки на сухой сковороде, совершенно без капли масла. Она будет нереально вкусная, как будто приготовлена на гриле. Поэтому ваш салат будет не просто полезным, но будет невероятно вкусным. В приготовлении этой куриной грудки тоже есть свои тонкости и секреты. Я вам сейчас об этом расскажу. Кстати, на кухне держите всегда разделочную доску для приготовления курицы, мяса, для нарезки. Отдельную, не ту, на которой вы режете овощи и фрукты. Ну, я уверена, что вы об этом все знаете, но на всякий случай я еще раз напомнила. Значит так,
Мы берем контейнер, в котором мы будем эту курицу мариновать. Берем куриную грудку, берем острый нож. Так, и теперь наша задача порезать эту куриную грудку вот таким образом. Берегите руки. Я уверена, что у вас нож лучше, чем у меня, но у меня тоже неплохой. Вот, режем вот так. Смотрите, я отбивать не буду, вы как хотите. Так, и опять вот так режем. В общем, у меня всегда получается 3, желательно одинаковых, равномерных. И точно так же мы делаем со второй. Вот эти кусочки я обрезаю, потому что я все равно буду делать фарш из оставшихся куриных грудок, которые я купила в турецком магазине. Я показывала вам распаковку, обзор, цены, все показывала. Кто не видел, посмотрите. Это очень интересно. Там из 4 магазинов у меня была распаковка, обзор, чек. Как говорится, чек-распаковка. Или как распаковка, чек. В общем, режем аккуратно, бережем пальцы, бережем нервы, бережем все. Все, девочки мои. У меня 2 куриных грудки. На этом у нас разделка закончилась. Мы берем все, что вы хотите. Мы берем соевый соус. Имейте в виду, он соленый. Поэтому не надо солить еще. Так, соевый соус я взяла 1,5 чайных ложки. У меня вот такой вот есть приправа Магги. Тоже она соленая. Я беру чайную ложку. Так, дальше. У меня есть паприка. Паприка сладкая. Сколько душе угодно, сколько пожелает душа. Все, душа пожелала все. Итальянских трав чуть-чуть. Вы можете, в принципе, добавлять любые приправы, которые вам нравятся. И сюда бы хорошо пошла копченая паприка. Я добавляю сушеный чеснок. Можете добавить свежий. Вот такой, это био овощной бульон. Здесь вот так я чайную ложку добавляю. Он тоже соленый. И без стеснения берем теперь руками. Хорошенько делаем массаж этой курицы, чтобы все эти приправы распределились по каждому кусочку. Я забыла черный перец, но я потом помою руки и добавлю черный перец. Теперь мы берем лимон и выдавливаем сок, как можем, пальцами, руками, вот таким прессом. И теперь добавляем черный перец. Так как я буду салат буду готовить сейчас, я не буду ждать, пока она промаринуется сильно, но этот контейнер вы можете поставить в холодильник и приготовить только завтра эту курицу. Она будет еще вкуснее. Все, тем временем нам пора заняться супом, который здесь ждет нас. Видите, он чуть-чуть кипит. Это идеально. Сковородку берем любимую. Нелюбимую брать не надо. На нелюбимой ничего не получится. И включаем, чтобы она разогревалась. Разогревалась до сильно горячей, чтобы аж шкварчала. Смотрите, что я вам покажу. Вы можете оставлять немножко кусочки овощей. Так тоже некоторые любят, но я тоже так люблю. Поэтому я буду чуть-чуть оставлять небольшие, маленькие кусочки. Вот. Но смотрите, я вижу, что мой суп густоват. Я его еще не снимала с плиты. Видите? Я добавляю туда воды. Кипяченая у меня в чайнике оставалась.
И имейте в виду, после того, как он постоит, он еще загустеет. Там же картошка, не забывайте. Еще чуть-чуть воды. Все, этого достаточно. Так, теперь смотрите дальше. Сейчас начинается самое интересное. Сейчас начинается волшебство. Я попробовала. Я добавлю еще вот так пол чайной ложки. Так, теперь начинается самое интересное. Мы берем Филадельфию. Можете взять любой крем-сыр. Филадельфия, вот такая шнитлаух, она мало жирная, мало калорийная. Я вам показывала тоже в видео, где делала закупки. Вообще можете взять любой крем-сыр. Можете вообще плавленый сыр взять. И здесь 125 грамм, по-моему. 175 грамм, извините. И мы все сюда выкладываем. Все. Конечно, надо же уронить. Как же без этого? Все. Теперь энергично, но аккуратно. Потому что мы не забываем. Наш суп продолжает стоять на огне. И он скоро начнет давать вулканчики, которые будут брызгать. Нам этого не надо. Обжечься нам вообще не надо. Вы только посмотрите. Это просто уже полотна великих художников. Картина маслом. Как вот эта Филадельфия растворяется в этом супе. Ну, это просто... Ради этого стоит жить. Ради этого блюда стоит жить. Вы посмотрите, это не просто красиво, а ведь видите эти зеленые вот оранжевые овощи, которые не полностью в одну массу перебились, а именно вкрапления остались, они дают такую красоту, в общем, полную картину. Филадельфию растворяем полностью, и она должна закипеть. Вы знаете, она не должна не прокипеть, потому что ваш суп быстро испортится. Вы же его, не знаю, если съедите все сегодня, то ешьте на здоровье. Если вы, как я, делаю, но я вам в конце расскажу что-то интересное про этот суп. Прям вообще досмотрите до конца. Я вам дам такой совет, который вас выручит не один раз в вашей жизни. Сейчас. Вот, теперь смотрите дальше. Так, берем нашу терку, на которую мы снимали цедру лимона. У меня просто, к сожалению, нет другой. Моем ее от лимона. Нам здесь лимон не нужен. Вытираем насухо нашу терку. Это очень важно. И теперь делаем вот так. Мы берем мускатный орех. Если у вас есть уже перемолотый, то вообще хорошо. Если вообще никакого нет, даже не заморачивайтесь, не нужен он вам. Но сюда буквально на кончике ножа буквально в прямом смысле на кончике ножа чуточку. Видите? Вот вы видите? Буквально капельки мускатного ореха. Он идеально подчеркнет вкус тыквы. Кстати, мускатный орех вот так вот в таком же количестве я добавляю в картофельное пюре. И видите, в самом конце я это добавила. Он сейчас должен закипеть. Для этого я ставлю на большой огонь, чтобы этот суп сейчас резко закипел. Зелень я буду добавлять в тарелку. Вот я добавила огонь, чтобы этот суп резко закипел хорошенько. И я поставлю его охлаждаться. Это просто невероятно. Смотрите, какая густота должна быть у этого супа. Это крем-суп. Вы можете сделать и более жидким, как хотите. Но это идеальный суп. Для холодных дней, для осени, для зимы, для хорошего настроения. Это я просто рекомендую. Ждем, пока он закипит. Но не просто ждем. Тем временем наша сковородка там нагрелась. Она так и говорит, что я нагрелась. Поэтому мы, наблюдая обязательно за нашей курицей, вернее, за нашим супом, мы наблюдаем очень внимательно, чтобы на нас не брызнули фонтанчики. И тем временем выкладываем курицу. Смотрите, как должна быть нагрета сковородка.
Вы слышите, как оно шкварчит? Вот так должно быть. Аромат невероятный. Остальное, вот это прям в контейнере, я поставлю сейчас в холодильник и буду готовить завтра свежее. Вы можете, если у вас времени нету, пожарить сразу. Так, смотрим на суп. Я вам сейчас покажу суп. А суп, посмотрите, он начинает закипать. Вы посмотрите. Вы просто на это посмотрите. Мы ждем, когда он закипит очень хорошо. И выключаем. Курица жарится. Суп почти готов. Я сейчас подготовлю ингредиенты для салата. И мы продолжим. Так, смотрите на курицу. Вот обратите внимание. Когда она начинает по краям белеть, вы ее вообще не трогаете, не переворачиваете, ничего. И ждете, когда она начнет по краям белеть. Вот, видите? И только потом мы можем посмотреть, как она там пожарилась. Степень прожарки, ну, вернее, не степень прожарки, а если вы хотите, она будет готова в любом случае. Там 2 минуты с одной стороны, 2 минуты с другой стороны. Но если вы хотите посильнее, вот видите, вы можете коричневый делать. Все, суп наш закипел хорошо. Без сомнений, я его выключаю и отставляю. Убираем в сторонку, чтобы он больше не кипел. Он закипел достаточно ему. Мясо жарится. Я готовлю ингредиенты для салата. Ингредиенты для салата будут обыкновенные и простые. Вся фишка здесь заключалась именно в методе приготовления курицы. Поэтому количество ингредиентов для салата берем произвольное. Проверяем, как чувствует себя курица. Курица чувствует себя идеально. Она готова. Она готова абсолютно. 2 минуты с одной стороны, 2 минуты с другой. Я выключаю и оставляю пока на сковородке. Вот, чуть-чуть в сторонку. Чтобы убираю в сторонку и оставляю на сковородке, чтобы она не пересушилась, но в то же время, чтобы она была полностью готова. Так, смотрите, для салата я приготовила. Количество ингредиентов берете на количество едоков. Я едок единственный, поэтому буду делать салат для себя одной. Здесь все просто, как вы любите. Салат нарезаю, айсберг нарезаю, как хочу, мелко, не мелко, довольно крупно, если честно. И просто распределяю по тарелке. Сюда же у меня пойдет огурец. Сюда же пойдет болгарский перец. У меня еще есть редис. Его я тоже добавлю. Вот так, красиво. И помидорки. Возьму разных цветов. Желтый, красный, коричневый. Вот, 4 вот таких маленьких. Вы просто посмотрите на это буйство красок. Это же прекрасно. Я люблю лук в салате. Очень люблю. Но теперь смотрите, что я буду делать. Я возьму курицу. Один кусочек у меня будет на одну порцию. Видите, она у меня зажарилась сильно. Буду добавлять в салат.
Посмотрите, полностью приготовленная курица. И очень-очень сочная. Смотря, конечно, какая у вас курица, держите по 2-3 минуты с каждой стороны. Можете чуть-чуть уменьшить огонь, чтобы она не горела, а именно готовилась. Все, я очень люблю лук в салате. Вы посмотрите, какой шикарный ужин. Вы только посмотрите, какая красота у нас получилась. Вы только посмотрите на это. Разве это не прелесть? Разве это не красота? И теперь мы добавляем масло не ложками, не стаканами, а именно пшиками. Как мы помним, в моем случае 10 пшиков это 2 грамма. Моя порция на прием пищи. То, что я хотела вам посоветовать. Смотрите, вот такие кремы-супы или суп-кремы, они прекрасно замораживаются. И если вот вы приготовили, как я, много, вы же не будете это есть всю неделю, только один суп. Берете контейнеры, вот я же говорила, я специально покупаю контейнеры. Этот контейнер на 0,5 литра, по-моему, или 0,45, я точно, 430 миллилитров. И я беру и порционно просто, я вам покажу сейчас, только не горячий, у меня еще горячий, но вы подождете, пока он остынет, но свежий суп. И повторяю, не горячий, но свежий. Сразу, как только он остынет, вы берете его, разливаете по контейнерам, сразу же накрываете крышечкой и можете замораживать. В этих контейнерах он прекрасно размораживается, разогревается, и как будто, вот я вам говорю, честное слово, как будто свежайший, только-только приготовленный суп. И у вас всегда под рукой будет что поесть. Всегда под рукой у вас будет суп. Вот, воспользуйтесь моим советом, моим лайфхаком, и вы никогда не окажетесь в ситуации, что прибежала домой с работы, а есть нечего, надо срочно что-то есть, пойду-ка закажу пиццу или шаурму. Нет, девочки мои, берем, но он еще горячий, но потом вот так вот закрываем, остывший уже, и все, в морозилку. Пользуйтесь, девочки мои. Вот, пожалуйста, то, что мы приготовили. Идеальное меню для здорового питания. Это на завтрак будет семга, вернее лосось, омега-3 жирные кислоты и просто очень вкусный, замечательный вкус. Воспользуйтесь моим рецептом, вы не пожалеете. Это салат на ужин, белки, прекрасные витамины, яркий, сочный и суп. Богатейший вкус, насыщенный цвет. Аромат я вам не могу просто передать. В общем, потрудились мы сегодня на славу. Девочки, кто досмотрел до конца, кто поставил лайк, кто написал комментарий, кто подписался ко мне, всем огромное спасибо. Оставайтесь на моем канале, вас ждет много интересного впереди. Я всем вам очень рада. Берегите себя и своих близких. Пока-пока.